Огромное разнообразие живых форм включает в себя наша планета. Их и не сосчитать. На сегодняшний день тысячи из них уже утеряны безвозвратно. И этот процесс, к сожалению, продолжается. Большинство животных находятся на грани вымирания по вине человека. Многие виды еще можно спасти. Кто же они? Самые редкие животные. Китайский речной или озерный дельфин Бэйджи или Янцзы по названию места обитания реки Янцзы относился к одним из самых редких млекопитающих на Земле. С 1996 года его статус в Международной Красной книге «Вид в критическом состоянии». На сегодняшний день это прекрасное млекопитающее считается функционально вымершим видом из-за индустриализации Китая. В 2006 году исследователи не нашли ни одного представителя этого вида. Однако в августе следующего года одному китайскому фотографу посчастливилось запечатлеть прекрасный экземпляр Бэйджи. Предположительная численность популяции составляет от 0 до 13 особей в мире. Яванский носорог относится к роду индийских носорогов. Длина тела взрослого животного около 3 метров, высота в холке 1,5–1,7 метра. Самцы этого вида имеют только один рог длиной около 20 см. У самок рог либо отсутствует, либо имеет вид небольшой шишки. Является исключительно травоядным животным. Яванский носорог – крайне редкое животное. Его численность составляет не более 60 особей. Охота человека на этих животных поставила этот вид под угрозу вымирания. Попытки содержать носорогов в зоопарках закончились безуспешно, что ставит под вопрос дальнейшее существование этого вида. На сегодняшний день яванский носорог распространен только в национальном парке Уджунг-Кулон на западе острова Ява в Индонезии. Окапи часто называют лесным жирафом, так как основная среда обитания животного – густой тропический лес. Это очень необычное животное. Одновременно напоминает зебру, оленя и лошадь. Длина тела около 2 метров, масса 230–240 кг, высота в холке около 140 см. На ногах темные, почти черные, как у зебры, полосы. Еще одна необычная особенность строения окапи – невероятно длинный для позвоночного животного синий язык. Им они умывают глаза и достают почки и листья. Окапи ведет дневной одиночный образ жизни. Это пугливое и осторожное животное, которое старается укрыться в густой чаще, плохо приспосабливается к неволе и часто погибает, поэтому в зоопарках содержится всего около 160 представителей. Средняя продолжительность жизни 30 лет. Его самый опасный враг – леопард. Окапи занесен в мировую Красную книгу. Голубой ара – самый редкий вид попугаев. Его вес около 400 грамм, а длина тела 57 сантиметров. Обитали в Бразилии в пальмовых рощах, на равнинах с высокими деревьями или колючими кустарниками, которые произрастают вдоль берегов рек. Эти птицы вели свои гнезда в больших дуплах старых деревьев. Последний самец, которого заметили в Бразилии, пропал в 2000 году. Причинами гибели голубого ары в природе послужили вырубка деревьев, отлов птиц и африканские пчелы, которые заняли под свои гнезда практически все подходящие для гнездования дупла. Еще в середине 90-х годов прошлого века ученые выпустили в дикую природу самку, взятую из частной коллекции. Однако птица, привыкшая жить на всем готовом, в природе погибла. По некоторым данным, в частных коллекциях на конец 20-го столетия проживало около 70 голубых ар. В наши дни существует программа, по которой птенцов выпускают в дикую природу, защищая их от охотников. Ученые надеются, что к их программе по восстановлению популяции голубого ары в природе присоединятся хозяева частных коллекций, имеющих этих птиц. Парусник или орнитоптера королевы Александры – самая большая дневная бабочка на Земле. Самки крупные. При длине тела в 8 см размах их закругленных крыльев достигает 30 см. Самцы меньше самок, размах их крыльев достигает 17–20 см. В настоящее время вид обитает в строго ограниченном ареале на юго-востоке Папуа-Новой Гвинеи в провинции Ора. Цикл развития бабочки длится 4 месяца. Взрослая особь живет не более 3 месяцев. Эту бабочку называют жемчужиной тропических лесов. На данный момент
Охота на огромных бабочек строго запрещена. Его еще называют амурским, маньчжурским или корейским леопардом, а также амурским барсом. Обитают в горных таежных районах и лесистой местности Дальнего Востока России, Северо-Восточного Китая и Кореи. Это самый редкий подвид семейства кошачьих. Сегодня в дикой природе, по разным данным, живет от 25 до 50 особей. Человек наносит вред популяции браконьерством, уничтожением животных, которыми питается леопард, и разрушением территорий, на которых он проживает. Кроме этого, вред наносит инбридинг, возникающий из-за малочисленности подвида. Перспективы популяции в дикой природе очень печальные. На сегодня в зоопарках по всему миру живут и размножаются около 300 дальневосточных леопардов. Разрабатывается программа по обмену животными между зоопарками. Это должно дать положительные результаты на генетическом уровне и предотвратить вырождение подвида. В следующем видео мы продолжим рассказ о самых редких животных нашей планеты. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ваши пожелания и подписывайтесь на наш канал.